упомянул об Украине, я видел там плакат. Дмитрий Сергеевич, вы меня извините, я все-таки не могу не предоставить слово нашим коллегам с Украины. Пожалуйста. Украинское агентство «Униан». Если позволите, два очень коротких вопроса. Первый вопрос относительно карательной операции, которую вы устроили на востоке нашей страны, причем в основном против русскоязычного населения. Не секрет, что там воюют российские военнослужащие и российские боевики, которые все это устраивают. Вот вопрос, сколько вы их туда отправили, российских военных, сколько вы отправили туда техники, сколько из них погибло на территории Украины, и вот вы, как верховный главнокомандующий, что бы вы им сказали вот семьям погибших российских офицеров и солдат? И, если можно, очень кратко второй вопрос. Вот у нас был президент, его звали Виктор, он сейчас скрывается на территории Российской Федерации. Вот. В свое время он посадил номер один партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в тюрьму. Вот она там отсидела, а сейчас номер один партии БЮТ сидит уже в российской тюрьме. Так вот у меня еще раз. Номер один по списку блоку Юлии Тимошенко сейчас сидит в тюрьме, в российской. Вот у меня вопрос, вот при каких условиях вы отпустите украинскую летчицу Савченко, украинского режиссера Олега Сенцова и еще как минимум 30 украинских военнопленных, которых вы удерживаете на территории России в различных СИЗО? Спасибо. Ну, начнем с последнего вопроса, а потом я, безусловно, отвечу и на ваш первый вопрос. Последний вопрос по вот этой гражданке Савченко, при каких условиях она может быть отпущена. Я здесь занимаю абсолютно открытую и понятную, на мой взгляд, позицию. Вот здесь в зале сидят коллеги тех наших журналистов, это, впрочем, и ваши коллеги, которые погибли, исполняя свой служебный долг на юго-востоке Украины. Подчеркну, что эти люди не принимали участие ни в каких боевых действиях ни с одной стороны. Они были без оружия. И обязанность всех государственных структур, в том числе и военных структур, охранять их жизнь и здоровье. Дать им возможность исполнять свой долг для распространения объективной, полноценной информации, во всяком случае так, как они ее видят. Это общепризнанный в цивилизованном мире факт. Эти люди были убиты. По данным наших правоохранительных органов, наводчиком при этом убийстве была госпожа Савченко. Если в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства выяснится, что она здесь ни при чем, что она ни в чем не виновата, она немедленно будет освобождена. Если выяснится, что она виновата и что она действительно участвовала в этом убийстве, исхожу из того, что российский суд примет соответствующее решение. И она будет отбывать наказание в соответствии с решением суда. Вместе с тем, заранее никто не имеет права человека объявлять виновным в совершении им какого-либо преступления. Имея в виду, что в нашей стране действует принцип презумпции невиновности. Поэтому посмотрим, как будет развиваться предварительное следствие и к каким выводам придет российский суд. Что касается других военнослужащих, которых вы упомянули, мы не считаем их никакими пленными. Они содержатся у нас в наших местах лишения свободы, и по ним проводятся предварительное разбирательство, предварительное следствие в подозрении в причастности их к террористической деятельности. Вот это вторая часть вашего вопроса. Значит, теперь первое, по поводу того, кто и за что несет ответственность. У нас в России, собственно говоря, так же, как почти в любой другой президентской республике, за все отвечает президент. А что касается военнослужащих, за их судьбу отвечает Верховный Главнокомандующий. Обращаю ваше внимание, что у нас это одно и то же лицо. Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают. В нашем общественном сознании
То, что происходит на юго-востоке Украины, это действительно карательная операция, но она проводится сегодняшними киевскими властями, а не наоборот. Ведь это не ополченцы Юго-Востока направили свои боевые подразделения к Киеву, а напротив, киевские власти подогнали вооруженные силы к Юго-Востоку, используют системы залпового огня, артиллерию и боевую авиацию. В чем проблема и как из нее можно выйти? Постараюсь ответить и на этот вопрос. Проблема в том, что после совершения государственного переворота, а кто бы ни называл и что бы по этому поводу не говорилось, это государственный переворот в Киеве был совершен, причем вооруженным путем. Часть страны не согласилась с таким развитием событий. И вместо того, чтобы начать с ними хоть какой-то политический диалог, сначала начали применять правоохранительные органы, милицию. Когда это не получилось, начали применять армию. Когда и это не получилось, сегодня пытаются решить вопрос тоже силовым способом с помощью экономической блокады. Считаю, что этот путь абсолютно бесперспективный, вредный для судеб государственности Украины и для украинского народа. Надеюсь, что нам удастся в ходе диалога, а мы готовы выступать здесь как посредники, выйти все-таки на прямой именно политический диалог и этими способами и этими политическими инструментами урегулировать ситуацию, вплоть до восстановления единого политического пространства. Давайте продолжим. Верницкий, Первый канал. Дайте, пожалуйста, микрофон.